После моего заявления о том, что повешение ополченца и его беременной жены это стопроцентный фейк, к сожалению, в мой адрес полетели некоторого рода обвинения и даже оскорбления. Ну, с утра я думал, что попустит людей, не попустило. А также я увидел, что некоторые разоблачители с украинской стороны начали разоблачать. Ну, и это вышло немножко смешно. В общем, поехали. Вы же хотели. Погнали. Украинские разоблачители рассказывают о том, что номера затерты, а так как видео с телефона, то как это они на телефоне их затерли, замылили. Номера не замылены, их просто нет. Перейдем к пресс-конференции. И я сейчас постараюсь обосновать, что человек, который выступал на пресс-конференции, прекрасно знает, что перед нами фейк. Таким образом, он участник данного розыгрыша, да? Эта группа состояла из 3 человек. Ну да, 3 человек. 3 мы видим только в кадре. Плюс 1 в машине, как минимум 1 снимает. Ну теперь давайте посмотрим на фотографию одного из убитых диверсантов. По странной случайности именно он оказался в черных берцах, да? Теперь поговорим о тайне следствия. Был убит ополченец, имя позывное в интересах следствия, не буду называть. И была повешена, убит посредством повешения, была повешена его жена. Жена была на крайней стадии беременности. То есть в интересах следствия мы не называем имена и фамилии убитых, но при этом мы публикуем видео на пресс-конференции прямо. Показываем его на весь мир. Вместо того, чтобы сказать, смотрите, а вот это фотографии убитых. Видите, как они друг друга любят? Живут они вон там и там. Представители ОБСЕ, вы можете проехаться, посмотреть. Представители Amnesty International, представители всех правозащитных организаций. Приезжайте вот по такому-то адресу. Смотрите, еще вчера эта жена его, ополченца, была беременна. Они любили друг друга, а теперь их повесили. Боже мой, боже мой. Интересы следствия? А какие интересы следствия? Они убегут, эти мертвые, или в чем дело? Но главное, вы запомнили. Имена и фамилии убитых мы знаем. Мы знаем. То есть вы сегодня, завтра, послезавтра можете их требовать. Через неделю уже не требуйте, потому что что-то новое придумают. Требуйте имена и фамилии. И адрес. Хотя можно и так. Адрес мы сами найдем. В тот же день. Через час там будут люди. И выясним, жила ли там такая семья. Или не жила. А когда это случилось? Ну, если не ошибаюсь, вчера. Вчера, да? Да. В каком районе? В окрестностях Луганска. То есть район, где была задержана, ликвидирована эта группа, ну как группа не была ликвидирована, в итоге, как оказалось, был убит один участник группы. Подтверждение тому, что он убит, это вот фотография, где он лежит. По поводу того, как он лежит, я не буду говорить. Я не буду говорить, более того, не буду говорить по поводу постповешенных. Я был вынужден вчера посмотреть более 80 казней. Людей вешали разными способами. Это фейк. Но я не могу утверждать, потому что я же не медик, есть множество медиков, которые все прекрасно расскажут. Они, кстати, в интернете уже рассказывают, как ведет себя тело, когда его вешают, как ведет себя тело после того, как его повесили. Мы не об этом говорим, мы говорим об интересах следствия. То есть в каком-то районе Луганской области действует диверсионная группа. И если представитель прокуратуры может озвучить, что это за район, жителям надо быть аккуратнее, там же диверсанты, он обязан это сделать. Он не разглашает место, где действует диверсионная группа. Странно, да? Точное место. Да, точное место это секрет. Пусть дальше действует диверсионная группа. Кроме того, секрет остальные записи с телефона вот этого вот убитого диверсанта. Потому что, по всей видимости, на них есть лица. Ну, это может ведь пригодиться жителям Луганской области, того района, где действует диверсионная группа, правильно? Их же поймать надо, а? А телефон какой модели? Потому что видео очень хорошего качества. Ну, сенсорный, как понимаю, Ну, не помню, да? Не знаю. Я это затрудняюсь ответить. Затрудняюсь ответить. А возможно это тоже тайна следствия. А вот это уже не тайна следствия. Ну, то видео, которое вы увидите сейчас, я считаю, что здесь скрывать ничего не надо. Конечно, скрывать надо исключительно район, где действует диверсионная группа. Скрывать надо
имя и фамилию ополченца и его жены, да, это скрывать надо. Вот, пожалуйста, это реальные кадры, поверь, это не то, что так. Это реальные кадры, поверьте. Ну да, смотрите, диверсанты. Я думаю, что не хватало еще желтых налипок, ну, на задницу, возможно. На последних кадрах труп женщины разворачивается. Это не входит в сценарий, потому что если она развернется спиной, то будет видно, что повешена она отнюдь не за шею. Поэтому каратель, который стоит внизу, берет ее и поворачивает, а оператор уходит вверх. Все.